присоединяйтесь, заходите на наш сайт udcm.ru, следите за новыми мероприятиями, маршрутами, направлениями в наших соцсетях, либо заходите в центр познакомиться и пообщаться. Говорить, зачем мы здесь стоим, будем считать, что мы просто сейчас будем заправляться. И расправляться. И обратно процесс будет. По плану, в первый день мы должны были добраться до Элисты и проехать 1400 километров. Ну а как же, в любом путешествии бодрость духа — это в первую очередь. Однако до темноты, до Элисты не успели добраться, поэтому пришлось заночевать в Цимлянске, но зато побывали на берегу Цимлянского водохранилища. А далее нас уже ждала Калмыкия. Да, в Калмыкии можно увидеть чудо. Много-много тюльпанов, диких тюльпанов. К сожалению, такие поля, это, в общем-то, становится редкостью. Ну и как побывать в Калмыкии и не попробовать местной кухни? Тем более обстановка располагающая, оказывается. Ну а в самой Элисте можно посетить крупнейший буддийский храм в Европе, Золотая обитель Будды Шакьямуни. едем смотреть Сайгаков. Потом нас ждет Кизляр. Калмыкия. Бескрайние степи, сильный ветер. Правда, к сожалению, не удалось увидеть сайгаков. Питомника уже нет с 2014 года. Осталась вот такая только вывеска. Так как в темноте не очень хотелось ехать, то решили чуть-чуть ускорить темп. Но на шоссе было интересное явление, как степь постепенно из-за сильных ветров превращалась в пустыню, на которой моментально пропадали следы на песке. В Кизляр въехали уже в темноте, а на следующий день было посещение магазина ножей и купание в термальном источнике в Кордоновке. Там же, кстати, очень вкусная минеральная вода, старотерская, рекомендую. В Хасавюрте пришлось остановиться, так как мотоциклы потребовали обслуживания, а главное, в этом городе оказался профессиональный мастер, путешественник Ильяс. Ну вот, наконец-то мы и попали в горный Дагестан. Первая точка, к которой мы планировали добраться, был Сулакский каньон. Маршрут пролегал по грунтовой дороге, так же как и в Калмыкии встречались поля красных цветов, но здесь теперь уже это были маки. Время приближалось к обеденному, поэтому была запланирована остановка в форелевом хозяйстве с посещением
ресторана «Главрыба». Меню достаточно обширное, но народу очень много, очень популярное место. Красивая река. Мы не раз ее будем видеть с различных точек, обзорных точек Сулацкого каньона. Ну, а Женя, он еще, наверное, не представлял, что будет дальше. А дальше была грязь, и первая обзорная точка не была пройдена. Даже УАЗ на этом участке беспомощно крутил всеми колесами, но не двигался с места. А позже мы добрались до интересного места. Оно было огорожено сеткой, так как несколько лет назад случилось происшествие, и один из гостей сорвался в каньон и разбился насмерть. Несмотря на большое количество гостей в Дагестане, найти ночлег в принципе было достаточно просто. Возможно, нам просто повезло. С утра решили объехать оставшиеся точки, интересные места Сулацкого каньона. Ну и двигать дальше. Места очень живописные. До крайней точки потребовалось немножко поэндурить. Все обзорные точки Сулацкого каньона мы объехали. И, наверное, самое запоминающееся все-таки была первая. Ну а дальше, так как уже вечерело, мы шустренько направились в Хунзах. Очень красивая горная дорога. Ну а в самом Хунзахе нас само нашло жилье. Очень живописное место. На фотографиях действительно это выглядит по-другому. Тут прям можно сейчас взять стульчики и я не знаю, сколько сидеть. Очень созерцательное место. Классно. Прям в палатке. Да. Я тут мотоцикл увидел, ему сказал, а что можно помыть? И я хочу покататься. Ты видишь, здесь некуда сесть. Я бы, может, и прокатил бы, если бы такой большой сумки не был. Поэтому... Ну, а он понравился, мотоцикл? Да. Хороший, да? Ну, хотите, я вам разрешу бибик. Но сейчас только мы соберемся тогда. А вы пока просто подождете. Вот дальше бибику. Где бибик? Вот кнопка. Бибик. Да. Бум-бум. Бум-бум. Какой мотоцикл. Такой замечательный, хороший, тоже красивый. Какая хорошая. Я на черный синий. Да. Тебе он больше понравился? А я знаю это зачем. Когда ночь будет, Да. Это фары. Да.
Вот та дорога внизу. Она нас ждет. Ну, вообще место красивое, мне здесь нравится. Да и стрёмное. Здесь практически отвесные скалы. Яркие впечатления оставила дорога из Хунзаха. Это грунтовая дорога, ведущая в Заиб. Не очень сложная, но очень живописная. Единственное, что в дождь, наверное, туда не стоит соваться. Откуда? Ну реально, да, это нереально, я не знаю как. Вот смотришь на эту скалу, и как оттуда можно спуститься, кроме как и кубарем. Это большой вопрос. Далее по планам была поездка в Старый Гор. И время уже вечернее было, поэтому решили попробовать добраться до темноты, до самого верха. Но дорога оказалась более сложной, чем планировали. И были такие щекотливые моменты. Но удалось до темна на самой вершине, в Старом Горе, поставить палатку. И мы там провели чудесную ночь в тишине, высоко-высоко над жилыми строениями других сел. Ну а следующее место, где мы зависли на несколько дней, и там были очень гостеприимные хозяева, очень вкусная еда и много разных интересных объектов рядом. Это был Гуниб. В Гунибе очень понравилось. Но дороги здесь такие прям картинговые трассы. И они, где грады, это вот эта вот крыша, а нас везде ровно.
Ну, в общем, где-то там живем. Не, вижу. Вот этот вот дом, это вверх по лестнице от нас. Красно-кирпичный. Правда? Ну да, сегодня и по этим грунтовым дорогам покатались. Прогнозы Гизметео и Яндекса, они... Да, поэтому мы сейчас вот под такой плитой находимся, облачаемся и будем ехать сейчас испытывать резину в мокрых условиях. Ну а дождь вносит коррективы. Так, в Кадакскую теснину не удалось попасть, так как вход в нее был затоплен. А позже был закрыт вход в Салтинский подземный водопад. Салтинский подземный водопад. Ух. Я покажу вам красоты Дагестана. Все его подземные теснины. Гита, а сколько надо заплатить, скажи, пожалуйста, за твои экскурсии? Гостям что-то скромное. Я уже видюшки сниму. Кстати, в Куниме есть совсем небольшой краеведческий музей, но в этом музее можно увидеть подлинника Айвазовского и другие интересные артефакты. Да, погода разная. У нас пошел снег. Как? Сядем сейчас на мотоцикл и поедем прям по снегу. О, снег. Реально снег. Притом можно в снежки поиграть. Фу. Ладно. Ну да, забрели мы в
в райские места. Наташа заинтересовала тюрьма. Малая. Отсюда же потом можно достать зажигалку и другую поставить? Да, накидывается оттуда. Ласки, хочет ласки. Здоровый Местный какой-то. Все. Присоединяйтесь, заходите на наш сайт udcm.ru, следите за новыми мероприятиями, маршрутами, направлениями в наших соцсетях, либо заходите в центр познакомиться и пообщаться.